Запуск трансляции. Да нет, все есть. Вот. И что дальше, ребят? Дальше болото, а сейчас поехали уже, да? Тестировать, смотреть обновление. Очень простое обновление. На этот раз коп, не коп. Клановое состязание, но причем в том ключе, в котором мы привыкли состязаться, да? Просто, ёп, играешь в игру, и вот тебе все состязание. Блин, на мой взгляд, это круто, ребят. Ну, хоть посмотреть, что это будет, да, как это будет. То есть не надо там дополнительно задрачивать, ты просто играешь как раньше и готово был. Кто первое место займет? Тот, кто будет задрачивать. Как? Жестко, очень жестко. По откату локации, да, фигачить. И откатывать их за провиант дополнительно. И многое ее другое. Блин, это прикольно, да. Вот. А в плане события, ребят, завтра выйдет у нас новичок. Сегодня не было ролика. Никак я не поспел. Да вот говёно как, Данька. Вот поэтому я и не успел. Заболел и жестко заболел. И мама, и мелкий заболели. Я вроде не заболел, так чуть-чуть, что-то есть слабость. Все, в садике подхватил, блин. И сейчас прям разошелся кашель, прям закашливается вообще до безобразия. Ну, как бы уже все нормально, там ингаляцию, там все, что надо, да, хавает по лекарствам. Но пока вот прям максимальная фаза, мягко говоря. Александр, привет. Ребят, пока я загружаюсь перед началом стрима, хотел огромную благодарность выразить всем, кто продолжает поддерживать донатами, конечно же. И на бусте тоже. Это не видно, но я это вижу, конечно. Вот. Вячеслав, Петя того, Виктор и все остальные, кто продолжает поддерживать через бусти. Там просто ролики вообще не выходят. Чё? Долго гружусь. Вот все время практически, ребят. Ничего. Блин, да походу привет семье. Надо, ёб, что-то это перезагружать. Я сейчас с Рустора. Рустор крут. Без Б в кавычках. Ну, то есть, там самая первая выходит обнова. Но в плане лаги, не лаги, ёп, это вообще дичь. Рустор это что-то с чем-то, ребят. Не буду врать. И говорить, что он там... Google лучше грузится. Блиночки. Да, кстати, ребят, сегодня основа будет. Завтра ролик по новичку. Я не понял события Фена. Сейчас объясню просто, человек. Сейчас объясню. Ходишь по локациям, по миру Last Day. Так? И убиваешь сотрудников Фена. В смысле, поднимаешь их трупик. Вся история. Кто больше наподнимает, ёб, того и тапки. Блиночки. Что там понимать? Что это такое? Что это такое? Ребят, сразу, давайте, вот, завтра вообще все в ролике будет, но я сейчас быстро, да, чтобы вот уже это. Вот, смотрите, видите, вот этот парень. Вот этот парень дает 800 яиц. Второй раз убьешь 400 яиц. Третий раз 200 яиц. И этот парень, такая же песня. 800, 400, 200. Все, да? Вопрос закрыли. Без доната индюшатник можно забрать. Нет, если вы сильно тролль агрессивный, высчитывайте сами, пожалуйста, тролли. Мозги есть? Ну и считай ее. Вот. Ну а кто не тролль, ребят, вот для моих подписчиков вот такая инфа. Можно, но очень сложно. Надо было быть готовыми заранее. Я об этом говорил не в одном видео. Ёб, готовьте заранее этих чуваков. Мало ли что добавят разработчики. И вот они добавили. Они добавили вот такую приколюху, да. А без нее можно прожить, без этой индюшатни? Ребят, ну о чем речь вообще? Это очередной декор. Но при этом мы долго возмущались с вами. Не говорите, что вы не возмущались. Может, вы лично не возмущались. Я возмущался и все остальные. Чего возмущались? Чтобы были декоры какие-то функциональные. То есть не просто картинка, да, а функционал был. Что-то, блин, приносило, что-то давало. И вот добавили. И как только начали добавлять функциональные, начали ее какие-то возмущения идти. Но это идиотизм, ребят. Мы об этом просили не один год. И декоры стали реально все функциональные. Это круто.
А тут туда не просто функционал, ёп, индейки будешь выращивать, офигеть. Это как вот эта штука, спорное удовольствие, вы понимаете? Это дополнительный костер в моем бунгало, и это очень круто. Это вроде мелочь, не, это не мелочь, это достаточно серьезно. Вот, ребят, по анонсику завтра будет обзор обновления, да, за новичка, значит, а сегодня не за новичка, да. Так. Че, да я думаю, ребят. Че бы, как бы это. Так, давайте вот так, наверное. Вот этот хлам сюда. Вот этого красавчика сюда загрузим. Сава, привет. Маруся, спасибо. Да блин, ну это вообще жесть. То есть это самое поганое, что может случиться, значит, в жизни людей, в стандартной жизни. Я какие-то дикости не говорю про них. Это как что? Ну, когда, блин, твоя семья начинает болеть, когда заболели, там, ребенок, там, жена, все, это самый отстой вообще. Тут по всем фронтам, как бы. А морковный автомат 5000 стоит. Можно. Завтра ролик посмотрите, ребят. И на ЛД Плавор у меня. Ребят, завтрашний ролик посмотрите, кому надо и вот без доната. Можно без доната. Но повторюсь, это просто обосраться как сложно. Тебе надо было быть готовым заранее, мужчина. Ты готовился заранее? Ты мои ролики смотрел? Я только что показал. Перемотайте, ребят, я не буду к этому вопросу больше возвращаться на стриме. Надо было заранее проходить задания консилиума и Бориала. Чтобы у вас там по одному заданию осталось. Ну там по 3. Чтобы вы за день раз. Вот сегодня начался ивент, и вы взяли и прошли сразу. И уже убили консилиума и Бориала. И у вас еще будет 8 дней. 8 дней. Ну вы поняли, да? Чтобы еще убить по разу. Итого надо убить 3 консилиумов, 3 Бориалов за время этого события. В этом нет ничего такого, о, ничего себе. Вон наш новичок может рвать этих консилиумов, Бориалов. Были бы задания выполнены. Самое сложное это задание выполнить, естественно, да? Поэтому, ребят, ну, на будущее будете знать. Закончится этот ивент, выполняйте задания Бориала консилиума, даже если они вам не всрались. Просто для того, чтобы было. Да? Так, ну чё, поехали, ребят. Сейчас, погодите, верного друга еще возьмем. Новичок будет ли? Конечно будет, Эбби. Завтра будет у нас новичок. Нет, все хватает, ёб. Там больше 5000 собирается. Давай мы не будем спорить, Ренат. Ты ты не ведись просто вот в эти разговоры вот этих обиженных. Значит, кто там, вот, донат. Ребят, у меня не будет позиции такой, чтобы всем угодить и все на меня подписались, лайк поставили. Я смотрю по чесноку. И по чесноку это знаете как? То, что без доната нету возможности в игре получить какой-то скинчик, какой-то не скинчик, это абсолютно, ёб, нормально. Да, конечно. Но в Last Day, в отличие от большинства, хотел мат сказать, игр, нету возможности без доната забрать тот или иной скин или еще что-то. Просто нету. Ты меня поддержи, ты бесплатно играешь в мою игру. И тогда забирай. В Last Day дают периодически возможность забирать эти скины. Дают. Иногда не дают, как вот прошлое событие, там нельзя было забрать эту шляпу, да? Это хранилище. И что? Да попозже дадут, ёп. В чем проблема? Поэтому, ребят, блин, давайте это не будем. В большинстве игр, ёп, 9 из 10. Нельзя без доната забрать какую-то кастоматизацию, там, да, вот такие штучки, они не забираются. Не забираются. Хоть ты обоссысь, я их столько переиграл. Мне нравится, когда парень 13 лет усирается, мне что-то доказывает. Да я столько ее переиграл за моими плечами, сколько ты столько не живешь, сколько я уже играю в эти всякие игры. Вывод простой, и я понимаю разработчиков, на чем-то же надо зарабатывать, ёб, как-то же надо мотивировать. Самый лучший мотиватор, значит, на все времена годов и столетий. Кто придумал? Все придумали корейцы, ребят, вот сразу, заранее, да?
Корейцы все фишки придумали, включая бэтл-пассы, гачу крутки и т.д. и т.п. Все остальные просто вынуждены повторять. Ладно, поехали, ребят. В общем, не будем о грустном. Без доната можно очень много забрать, включая индюшатник, либо автомат. Но это сделают только лючи. Надо было готовиться заранее. Отправляться в пасхальную локацию. Да, отсюда стартует ивент, собственно. А здесь: привет, мне бы не помешала твоя помощь. Сотрудник Фена, это коп, да? Только без копа, то есть мы теперь не бегаем по метро. Фанат Печки ТВ. Без доната 25-й можно получить, ёпа, не 23-й, мужчина. 25-й. Слушайте, ребят, level up, вообще как бы без проблем. Иди и без доната проходи. Тут вопрос в яйцах. А где же яйца, ёпа, болельщики, взять? И без доната, как всегда, их ограниченное количество. О чем тут речь? И с донатом тоже между делом, ребят. Подумайте об этом. Кто кричит-то про донат? Вы что думаете, тот, кто донатит, у него тоже безлимиты? Нет. И время ограничено, и средства не бесконечные. Поэтому все имеет предел. Да? Очищай отмеченные кроликом локации от зомби, зарабатывай репутацию, повышай уровни, забирай пасхальные яйца. Я сразу просто не в бровь, а в глаз, а обо всем сказал, ребят. Да? Самая главная фишка это в том, что если без доната ты не можешь за ивент забрать какую-то декоративную ерунду или скинчик, ну ты извини, дружочек, ёп. Это к игре не относится, да? Это такая штучка, привилегия. Пока подчеркнуть человеку свою индивидуальность, что он VIP. Ты VIP? Ты не донатишь? Ну тогда ты не VIP, ёп. А он VIP. Ну и все. Но разработчики дают периодически возможность даже бездонатному аккаунту получить VIP-штучку. Это очень круто, ребят. Вот вы можете, говорю, кто там сильно усирается, грешить сколько влезет. Не от большого ума. Почему? Большинство разработчиков спокойно не дают возможность выделиться и зайти в ряды випов не випом. Ты не вип, значит ты не попадешь в эту банду. Разработчики кефира периодически дают возможность. Вся история. Я не буду перечислять бесконечное количество этих игр, включая Clash of Clans, Clash Royale, Standoff, PUBG. Их очень много, этих игр. Fortnite. Ты без доната не выделишься как VIP. С донатом. И все. Включая GTA 5 и все самые известные ее игры. Ребят, ну о чем тут говорить, блин. Ну да, на этот раз ивент. В прошлый раз хранилище нельзя было забрать. Опять же, я играл с донатом. Я не знаю точно. Я не высчитывал. Но вроде нельзя было хранилище забрать, да? Если ты бездонатный игрок. А вот здесь можно, но сложно. Я не знаю, кто ты, аноним. Спасибо тебе огромное за поддержку, за донат, за первый донат на стриме. Вот, ребят, я вообще в целом, да, не в бровь, а в глаз, так сказать, правду матку режу. Я вообще не вижу никакой проблемы, чтобы вернулся Last Day, как был раньше. А раньше, напомню, без доната нельзя было получить в игре ни один скин, ни один декор. Но, на радость всем, кто играет без доната, этого не будет. Почему? Надо же мотивировать всех игроков до единого, чтобы играли. И те, кто без доната, тоже. Зачем? Для общей массовки. Блинчики. Зачем? Как-то так. Поэтому все круто. Я не знаю, что переживать-то. Сколько ты играешь в Last Day? Сава, я не считал. Если хочешь, можешь начать отсчет. Ну, то есть, когда она релизнулась, только играю. Кто-то по Джурасику писал. Ребят, пока Джурасики я не буду снимать. Насрать, там второй этаж добавили, 50-й. Завтра выйдет долгожданная новинка, обещанная. Пришлось ее сместить. Почему? Ну, блин, у меня семейные проблемы. Сейчас все смещаться будет, отменяться, пока у меня любимки не поправятся. Я стараюсь, чтобы как-то не сильно, да, канал ушел в просадку, но тем не менее. Все, ребят. 30 очков надо было набрать, да, и сотрудник Фена, не забудьте про него. Чик, нажал и готово. Этим ласты крут. Я согласен. Я честно, ребят, вот просто вот, ёб, как от сердца. Я не понимаю, почему мужчина, владелец Лазде, ведет такую неагрессивную политику в плане доната. Вот, знаете, вот кто осуждает
Они просто никогда не смогут себя представить на месте владельца этой игры. Я бы поагрессивнее вел политику донатную. Меньше бы игрок мог забирать всяких вот таких скинчиков и всего остального без доната. Если вообще не в ноль. Почему? Ну потому. У тебя бесплатная игра, все, я открыл возможность всем абсолютно игрокам спокойно играть и доходить до финала и дальше развиваться, участвовать в жизни. Но если ты хочешь выделиться, скажем так, из серой массы, да, из большинства игроков, стать индивидуальным, ну тогда давай, как и все остальные разработчики, ты меня поддержи и выделяйся. Вся история. Вот. Они очень даже не агрессивно все это ведут, ребят. Вот, к примеру, тот же самый нами любимый Grimsoul. Там намного агрессивнее политика донатная. Намного. И чё? Ну и ничего. И игра от этого не становится плохой. Там без доната можно? Конечно, можно, ёп. Обосрешься, ёп. Политики. Почему? Я потому что. Но дают возможность, дают. Розыгрыши от партнеров, от разработчиков, LSD то же самое. И ты, ой-ой-ой, куча возможностей. Задротство, вперед из песни, 24/7 и будет тебе. Ну, кто играет, тот знает, да, что такое багряная охота. Политочки. И что значит без доната забрать там скинчики. Поэтому, ребята, блин, шаманюня, ёп. Кто там кричит, возмущается. Даже если бы не дали этот курятник без доната, я не считал бы от этого плохое игра, плохое событие, ребят. Я сейчас о чем, да? Заранее просто, чтобы снять все вопросы и не было ко мне никаких претензий. Печка, ты уже на новичке завтра заберешь ТВ? Нет, еще рановато. Коммуна-то идет, золота нету, ребят. Ну и все, ребят. Ну вот и вся история, да? Турнир Фена. То есть, видите вот этого челика, которого я поднял? Кто не догнал, в чем заключается? За каждого челика дают турнирные очки. Эти челики разбросаны там, где лежат яйца. И чё, ну и все. На локациях, где лежат яйца, разбросаны челики. Идем, ёп, и собираем. Если запутались, заходим, нажимаем информация, мотель, старая ферма, заброшенная фабрика, ПУ, бункер, альфа, транспортный хаб. Все. Чем челик дороже, тем дороже. Они не все одинаковые, эти челики, ребят. Вот. Вся песня ее, вся история. А здесь, соответственно, два момента. Первый, репутацию прокачивать. Локации, отмеченные яйцами, да, фигачить. А второй момент, сами яйца. Сами яйца, да? И вот именно эти сами яйца, ребят, падают с Бореала и Консилиума. Повторюсь, 800, 400, 200. Первый килл, второй килл, третий килл. Может быть, что-то изменили и даже будет как-то и побольше. Не знаю. Мне кажется, ничего не изменили. Сколько стоит индюшатник? 5000. Вот это 5000. Все остальное вы сами видите, да? Без доната, изи-пизи вы заберете. У меня вот здесь граник, да, вот это. А у вас тут будут рюкзаки и скины вот эти вот шикарные. Классные скины без б. Ну реально классные скинчики. Вот их спокойно без доната можно забрать. Но имейте в виду, если вы хотите индюшатник, ребят, 5 косарей. Все яйца под 0 оставляем под индюшатник. Все до до крошечки. И даже не пытайтесь, вы не соберете их, если вы сегодня не убили Бореала или завтра. Понимаете, да? Бореала и Консилиума прям завтра вы должны убить, либо сегодня. Потом идет откат 4 дня. То есть вы успеваете еще по 2 раза каждого зафигачить. А как такое можно было сделать? Можно было заранее. Надо было подписываться на канал и все. И тогда бы ты знал, что их надо подготовить под точку, под линию, да? Как-то так. Политики. Все, я самое главное, да, дал, ребят, инфу. Привет, Харди, будет новичок? Да, куда делся-то новичок, ребят? Никуда он не делся. Конечно, будет завтра видосик с новичком.
Так, ну что, ребят, поехали. Давайте я посмотрю быстренько все-таки, за что вы проголосовали, за какую локацию, да. Честно, я прям вот зашивался, поэтому не было сильно времени ивент, да, делать. Сейчас, погодите. Что, да не грузит, зараза ее. Так, делаем волшебство. И... Хотел сказать, пятерочка выручает. Не пятерочка. Блин, ребят, между делом, чтобы вам не скучно было, сходил, значит, сейчас в пятерочку, да, и чё, потратил 1200 с копейкой рублей, блин, я доволен был, я купил яички, я купил там салфетки для ребенка влажные, купил сосиски для ребенка, колбаску, да, что еще взял? Ну, короче, все самое важное, там, маме йогурты взял. Коту забыл ее взять пайку. Ну, у него хрустики есть, но надо и такой, и такой. Все-таки хрустики это дичь. Сейчас, ребят, буквально на 5 сек отвлечемся, да? Вот, смотрите. Видите, да? Транспортный хаб у нас, значит, на первом месте. Потом севера острова. Полностью поддерживаю. Полностью, ребят. Ваш выбор. Я прям вот так и надеялся, что как-то так будет. И чё? Еще взял бананы, соответственно. Ну, заболел, да. И лучшее лекарство это витамины, соответственно. Бананы взял чуть-чуть, груши. И увидел, короче, уже уходил, увидел клубнику. Я ее не ем. Мне она не всралась. Мужчины меня поймут. Мне мясо давай и больше ничего не надо. Соответственно, для любимок. Я думаю, блин, ну сейчас же еще и не сезон, дорогая будет зараза. Ладно, фиг с ним. Начал в пакетик выбирать. Потом понял, она расфасованная была. Я такой, смотрю, у меня такая спелая в пакете. А там зелень, ёб. Я, не, ребят, я не буду. Но чисто ради приличия взял это одно корыто. Так посмотрел по сторонам и давай зеленые откидывать в другие корыта. Если кто-то пошел за мной покупать, не обижайтесь, я не себе, я детям взял. Ёб, ну чё вы? И чё? Короче, я не заметил, подкралась ко мне женщина. Она такая стоит в очках. У нее глаза еще больше стали. Берет одно корыто, на меня смотрит, ставит себе в тележку. И такие глаза на меня и уходит. Я такую морду в кучу сделал, насрать, блин. И дальше выбираю. В результате взял такая спелая, такая классная, да. Ёп, 1200 с копейкой, да. Подхожу на кассу, значит, все отсканировал, последнюю клубнику. Прожимаю 700 рублей. И да вы чё, ёлы-палы, серьезно, блин. Если бы я себе, чтобы было понятно, я бы себе взял, я бы засмеялся, гордо ее бы отнес и поставил на место. И не стал бы себе даже ее брать. Да, да вообще без вариантов. Так, кстати, я дрон-то взял, ребят. Все нормально, побежали. Рвать и разрывать. Вот так вот. Мини-хоррор. Блин, ну да. Ну, блин, чуть-чуть меня так стремануло. Она так на меня смотрела, так смотрела. А я такой потом иду и думаю про себя. Женщина, ты же домой берешь? Семье? Ну и ты выбирай, а что ее платить бабло за что? За зелень за эту? Пускай назад уезжает поставщику. Она натурально зеленая. Ну что это такое? Выбирай, я тебе помогу еще, отфасуем вместе с тобой по пакетам. Возьмем нормальную спелую. Такие деньги платить еще за зеленое говно, блин. Да, конечно. Сейчас. Не, блин. Не, она застеснялась, понимаете? Человек советского, да, она застеснялась, советского времени. То есть, как это так можно отбирать? Ну вот я объясняю, как. Обычно. Я же ее не ворую. То есть, знаете, есть такая, которая с крышкой. Тут без крышки. А я сразу и не понял. Я думал, просто лоток стоишь и выбираешь. А потом понял. Ага, она расфасована. Половина нормальная, половина непонятно, что попало вообще. Но потом уже заднюю врубать было поздно, потому что я с любовью отбирал всю самую вкусную, спелую. Вот. И опять же, да, я когда ценник увидел, я в шоке был. Блин. Почему? Ну что-то как-то вообще жестко. Ну вот.
Просто человек, ты не представляешь. У нас страна большая, и есть определенные места, где за одну помидорку платят, ёп. По сколько там? По 400 рублей. Представляешь? Просто человек. Сколько тебе лет, просто человек? Ты, наверное, еще юный, ты еще не понимаешь, да, этого мира совсем. Вот. У нас далеко-далеко на северах помидоры поштучно продаются под штрих-кодами. И под стеклом, чтобы их, не дай бог, не своровали. Каждая помидорка. Чё, Леночка, я не шучу. Поэтому это еще, да. Ну да, я согласен с тобой, просто человек. Но есть и еще куда жестче. Без Б. Есть еще куда жестче. Так что да, я себе в такие моменты говорю, не жалуйся, ёб. Это еще полбеды. Явка... 14 лет. Ну, отлично. Ну, так вот, смотри, у нас страна большая, я тебе повторю. И далеко-далеко на Дальнем Севере, ты представляешь, сколько стоят фрукты, овощи? Я согласен, уже давно можно было разработать тепличный момент этот, да, как-то, блин, посерьезнее, чтобы там ставить эти теплицы, и в теплицах все это, ёб, выращивалось. Но сейчас не об этом речь. Может быть и будет. Совсем недавно интересную статью читал про девочку. 9 класс, что ли, или 11. И что, она придумала классно, все четко, схему в тепличных условиях, под лампами, да, отличные фрукты и овощи, чтобы банально на Дальнем Севере не было таких дичайших, ёб, цен на огурцы, на помидоры. Они стоят как, блин, икра черная столько не стоит, ёлы-палы. Сколько эти помидорки, огурчики стоят. Сколько, спорим, будет? Ваня, а что сделали с доставкой по рту? Теперь нельзя по стандарту 3 деревянных отправлять. Ваня, так всегда было. Всегда был рандом. В начале у тебя только деревянный. В начале, когда ты только начинаешь развиваться. А потом не деревянные. Потом добавляют еще железные. И чем дальше ты доходишь, тем большая разновидность. С какого перепугу всегда дерево было? Вань, нет, ты ошибаешься. Не было всегда дерева исключительно. Да, ребят, если вы не знали, да, сообщаю вам. Здесь, значит, СВДшечка, которую я сейчас не сломал, да, не ломайте ее. Это раз и два. Если вы вообще хотите когда-нибудь в своей жизни сделать фантастическую СВД, вы просто обязаны, ребят, экономить, значит. Что экономить? Не стрелять ей вообще никогда в жизни, в развал ее оставляйте. Ну, если точнее, 76% можно на ней оставлять, если вы будете вымерять на глаз. И нормально будет. В развал. Иначе моды вы, блин, 5 лет будете собирать модификации на СВД. Стоит ли полностью проходить лабу для дрона или только до А2? Хороший вопрос. Слушай, можно не проходить полностью. Для дрона можно прекрасно остановиться А2. Но разнообразия не будет у тебя тогда. Ну, то есть, захочется тебе иногда вот передохнуть от чего-нибудь, что тебе надоело, да? И не сможешь. А так сможешь. И вознаграждение есть за Б-сектора в лаборатории Генезис. Есть, конечно. Что там у нас? Там, во-первых, опять же, полетный контроллер будет за босса. Во-вторых, сектор Б2, там топ-ящики в этих секторах падают. Топ-лючие вообще. Бест просто. Не, ну это как бы, да, это логика. Логично, ребят. Чем климат суровее, тем сложнее выживать человеку. Вообще просто банально, да? Все просто.
3 поросенка, помните? Нет? Посмотрите обязательно это, ребята. Нуф-нуф, наф-наф и ниф-ниф. У одного все шикарно, это то же самое. Дом сделал из соломы и живет себе как красавчик. А представьте, если климат суровый, ну ты не можешь физически сделать дом из соломы. Тебе придется даже жилье мучиться возводить. И что? Ну и это все остального касается, да? Питалово, еда тоже растут, когда комфортный климат. Поэтому там, где комфортный климат, там банально легче. Человеку легче, ёп. Какому? Всему человеку. А где климат суровее, там все сложнее, поэтому все ее в разы дороже. Вся история. Ньютон, привет. Монтрей, привет. Харди, а будет видос прохождения фонда Генезис на новичке? Алина, я не понимаю. У нас новичок уже фонд Генезис потихонечку забирает и уже много чего забрал. Понимаете, что? Либо как-то выразитесь по-другому, Алина. Потому что фонд Генезис это вот эта штука. Вот это фонд Генезис. Его нельзя как бы... Ну что значит прохождение? У нас новичок уже забрал ремонтный верстак, да? Он еще пока не забрал разгрузку там для Собакина. Это почему? Потому что нету у него верного друга. Появится верный друг, другое дело. Вот, а как, что значит прохождение фонда Генезис? Чуть-чуть я не понял. Мы уже его закрываем, фонд Генезис, потихонечку. Не быстро, потому что, ну, не быстрый процесс. Ой, из-за угла. Все, трешка, да? Ёп. Негодяй. Вот, ребят, поэтому, да, говорить, что это не обнова, это обнова. Какие-то фиксы, правки там по чуть-чуть. Но да, это чисто событие. Ну, как мы уже знаем. А что-то жесткое будет, когда вот болотный регион, там, этот, как его, вездеход, там, да, вот вся, вот тогда будет жестко. Вот он, парень, ребят, помните, да, в мотеле недавно забирали? Смотрим. 70 очков. Неплохо, да? В мотеле не 70 дали. Блин. Вообще не 70. И близко. Всем привет, ноунейм на Рутубе, привет. Будущий танкист, я когда-нибудь вернусь. Танкист, наверное, ты уже ушел. Возвращайся. Коля готов, а вот Борю добью через 3 дня. Вот, ребят, в любом случае, как и всегда, шикарное событие, ивент, можете на него не обращать внимания. Вот это мне больше всего нравится в Last Day. И именно я за новичка, когда бегаю. Вообще не обращайте внимания на это событие. И чё? И что-нибудь заберете. Просто прицепом к вашему выживанию вам дали еще халяву. Вот за это. И, соответственно, за второе событие пасхальный переполох. Вот ты просто не участвуешь, ёпа, ты будешь участвовать. Ну, вот если тебе совсем, я не знаю, у тебя какие-то принципы, что тебе обломно на корточки сесть и поднять вот этого засранца, да? Вот этого. Тогда ты не будешь в клановой теме участвовать. А с кроликами ты вообще, хочешь не хочешь, будешь участвовать. Только если ты будешь целенаправленно игнорировать все эти локации, ты не поучаствуешь. Это я к чему? Это к тому, что мы все получаем просто дополнительную халяву. Все, точка. За те же самые действия, что и раньше, ты выживаешь, играешь в Last Day, еще и доп. Халява. Поэтому, блин, это событие физически не может быть плохим. И все остальные в игре Last Day тоже. Которые не каждый месяц, а которые вот так выходят. Эх. Просто не могут быть плохими, вы понимаете, что? Логика у меня вообще железобетонная. А то, что мне не дают все забрать без доната. Ну, извините, баденька. Бананев не мая ее, блички. Я уже высказался, больше не буду. Так абсолютно везде. Что ж поделать, так устроен этот мир.
Да, между делом, ребят, кто сильно там возмущается на донат, я могу вам сказать предложение. Вы хотите, чтобы Last Day был полностью ее бездонатный? Вот просто вот этот магазин исчез. Вот он исчезнет из игры. Если вы хотите, вы это можете реализовать. Мне продолжать? Я думаю, вы свяжетесь прекрасно с владельцем. Как? Выкупайте у него ее. Ну, проще говоря, да, я округлил уже все. Просто выкупите и оставьте ее без доната нам. Кто сильно возмущается по поводу доната в этой игре и во всех остальных играх, вы можете сделать хорошее дело. Полностью доната не будет. Выкупайте и удаляйте нафиг. Скажите своим программистам, когда вы купите эту игру, пускай удаляют этот магазин. Он же вас так бесит. А как вы будете там работу оплачивать, не работу? Ну, я просто заранее вас предупреждаю, Грамотеев, что люди бесплатно не смогут работать. Только если вы не договоритесь, чтобы им было бесплатное питание, коммунальные услуги, хотелки, в отпуск, море. Если со всеми в мире, ёб, договоритесь, чтобы ваши программисты это все получили без денег, без проблем. Все классно, у вас все получится. Я верю в вас, пацаны. Вперед из песней. А если не хотите, значит, такие сложные вопросы решать, ну тогда, блин, и визжать не надо это, ёб. Просто играем красиво и все, блин. Чего париться-то? А пускай голова болит у разработчиков обо всех остальных скучных неигровых моментах. Следак, спасибо тебе огромное в очередной раз за поддержку, за донат. За постоянную поддержку, спасибо. А, да, локации перезагружались. Ребят, кто успел, тот и съел. До обновления, да, локации перезагружались. Я нажал кнопочку одновременно с выстрелом. До обновления локации перезагружались молниеносно. Мгновение ока, представляете? Выходишь, заходишь, выходишь, заходишь, выходишь, заходишь. Блин, серьезно, да. Я только собрался ролик снимать, ребят. Бамса, тех перерыв. Завулон. Завулон, спасибо тебе огромное за огромный донат такой, за поддержку. Спасибо за 1,5 косаря. Блин, я все хочу гифку поменять. Я так кайфую от этой гифки, когда мелкий вот так делал. И, кстати, да, ребенок спустя время вырос. Вестибулярный аппарат явно у него прям получше, чем у папы. Я так не это. Че, да он может на месте стоять, вращаться как сумасшедший. Прям реально вот так ручки расставляет вверх, в бок, да, и вот так раскручивается. Я стою, боюсь, думаю, сейчас упадет. Он резко остановился, посмотрел и пошел. Реально грязь. Ну, это вот как организм, да, так не у всех, естественно. Если я не ошибаюсь, это вестибулярный аппарат, да. То есть вот это вот ориентир, что тебя не укачивает, тебя не тошнит там. А когда на карусельках катаемся, это вообще грязь. Че, да блин. Папочка, сильнее раскручивай. Я говорю, да нельзя. С тобой сейчас другие дети сидят, с тобой девочки сидят. С тобой вон, блин. Только когда сам, тогда хорошо. И чё, и я его прям до дури раскручиваю. Вот прям, вот сколько на максимум есть. Прям. И он... Я только слышу. Блин, я смотрю, мне аж страшно. Думаю, все нормально. Ну, уже со временем привык, я понимаю, что надо вот так вот, да, пожестче. Но это жестко, конечно. Это вот гифка, да, по поводу гифки. Вот он сидел вот так головой. Это не склеено как-то. Это реально, вот он сидит и вот так вот головой. Первый раз увидели с мамой, я помню, вообще я в шоке был. Я нормально вообще? Ничего не будет с ребенком. Что-то головешка сейчас отлетит, ёб. Вращается. Не, нормально. Так, ну и чё, ребят, полный отстой, блин. Придется сюда идти еще раз, а я не хочу. А зачем? А зачем нам еще сюда идти? Пойдемте посмотрим, что там оставил. Мне кажется, не надо. А, меня убили, ёб. Чё туплю-то? Блин. На, блин, это оставляем. Никитос, привет. Кто успел, тот потерял.
Ну да, есть такое. Кто успел, тот и съел, ребят. Была такая фишка, была. Безоткатные локации. И кто-то этим воспользовался, а кто-то хотел воспользоваться и тактик просрал, и т.д. и т.п., да? Очень много печальных и не очень историй. Что ж поделаешь. Кто-то вот высказался, значит, я видел коммент один. Я всего лишь один коммент вот вам. Ребят, я считаю, вот просто не твоего ума дело ее. Чё? Значит, разработчики спустя 7 часов пофиксили вот этот косяк. Нашелся, значит, один гений, да? Он в этой сфере, я так понимаю, это владелец Genshin Impact компании, да? Как она там называется? Я так понимаю, это он был. А что это он с китайского или с какого там, с корейского на русский перешел? Не знаю. Ну так вот, он сказал, 7 часов очень долго. Что-то вы долго правили косяк. Ну там предъява такая. Высказал. Я думаю, ну извините, сэр, голубые яйца. Как успели, так и сделали. Ну так вот, я считаю, это оперативно. Только выходит обнова, сразу видят косяк и исправляют. Все. О чем базар? А со свечкой, значит, там сидеть и кто там сколько должен работать. Блин, вообще. Я считаю, это оперативно, ребят. Очень. Исправили, значит, этот косяк, да, с откатом локаций. Мне огромное вам спасибо за комменты. Я один из первых узнал. Мне написали, да. Кто-то из вас написал мне уже в телеге. И не один человек. Вот, спасибо вам за инфу, ребят. Я, кажется, умер. А чё, так можно было? Блин, да я что-то такой, да, вот как я как за своего персонажа, ему насрать вообще на смерть. Ай, косяк, ну как так, а? Соберись, тряпка, соберись, блин. Отвратительно, согласен. Я не специально, так получается, ребят. Вот, я считаю, если баг в течение суток там какой-то исправляется, в течение дня, двух, это очень круто. Быстрее и не надо, типа того. То есть это значит, все круто. Компания живет, дышит, пышет и пердит. Все отлично, да? Игрокам нам можно расслабиться. Будет дальше сопровождение, техническое обновление и т.д. и т.п. Хуиверс. Я не ругаюсь, ребят. А что, правда так называется фирма, да? Хуиверс. Как-то они так называются, Genshin Impact, да. Вот, ребят, а что я лично жду? А, кто сказал хуиверс? Нифига, нихуё. Блинчики. Ребят, давайте не будем больше корейских обсуждать разработчиков. На нашем языке это прям как ругательство какое-то. Что? Блин, серьезно? Да. Не верите, вбейте. Михуё. Блинчики. А разработчик. Все правильно. Алина, спасибо. Кто сказал про хуеверс? Не они. Не. Михуё. Вот так вот компания называется. Почему локацию метро убрали? А, блин, я думаю, ты слишком много думаешь насчет этот счет. На этот счет. Я тебе отвечаю реально, вот как бы я хотел тебе ответить. Ну так вот, ты слишком много об этом думаешь. Локацию, копу, ты уже сделал выводы свои личные. И чё? А это уже неправильный шаг, ты уйдешь туда, куда не надо. И сделаешь в итоге ошибку неправильно. Все неправильно. Почему? Во-первых, кто сказал, что коп-локацию убрали? Ее сейчас просто нету. Никто же не сказал, что ее убрали. На сейчас, навсегда. Ее просто нету. Нам сделали вот такое соревнование. Зачем? Я думаю, они тестируют, ребят, вся история. Они просто тестят варианты. Как будет интересней, как будет лучше для всех. И для нас, и для себя. Я думаю, это тест. Блин, они бесят, ребят, ну реально. Смотрите, все попали штурмовики.
А когда быструны все тоже жестко, потому что они прям, да, они прям сразу с первых секунд начинают очень бешено ломать. Но вот эти парни это нечто, блин. Вот, ребята, ее не убрали, ее просто сейчас нету, и вся история. Я думаю, разработчики тестят, если вам интересно мое мнение. Нет, я не думаю о том, что кто-то что-то ёб убрал. Тестируют, экспериментируют, проверяют, как, что. Либо уже сейчас идет активная разработка клановой темы, и поэтому ее нету, этой локации. То есть что-то связано технически уже делают финалочку. Ну вы поняли, да? У нас же в обновлении будет скоро этот коп. И чё? Ну и вот. Просто уже корректируют под финальную версию, скажем так. А тот коп, который был... это не финальная версия. Это лишь такая первая тема. Обкатать, посмотреть красиво. Все увидели, нам понравилось. И по нарастающей. Это тоже момент тестировали. Кого? Нас с вами. Первый коп хорошо. Второй ничего так. Третий в ряд сразу. Полный отстой. Ну, то есть, я думаю, меньше в него играли раз в 5, чем в первый коп. Почему? Ну, приедается все дела. Мы же такие, блин, печеньки. Нам нельзя много. Мы сразу, потому что обожрались. И все. Вот, ребят, завтра, повторюсь, завтра будет ластдейчик, новичок и новиночка. Мне, честно, вот сразу начинаешь... как-то чуть-чуть отпугивает, потом отпугивает еще больше, потому что новая игра, информации много, потом как-то непонятно, и дальше все вкусней и вкусней и вкусней, и в итоге ты просто, блинчики, ложишься спать и я вампир, ёп, понимаете? Блин, ну реально, оцените, блин, клево. Нет, это не Grimsoul, это не Last Day. Конкурентная ли игра им? Время покажет. Но я считаю, уже не конкурентная. Почему? Блин, вот вы понимаете, вот челик бежит. Я этот момент говорил. Я чувствую землю, понимаете? Я вижу лепестки, ёп, вот они летят. Я персонажа вижу, чувствую, я контролирую его. Он большой, красивый, все, что... Там не так. И чё? И это, блин, самый главный прикол у разработчиков Grimsoul и Last Day. Есть вот это вот, ты перса чувствуешь как-то. Вот он, как, блин, это классно, короче. Это великолепное чувство. Вот чем завлекает Last Day, ребят. Я долго думал, почему вот одна игра выходит похожая, ну что-то не то. Другая, ну что-то не то. А потому что, блин, здесь идеально вымеренный вот ракурс камеры, отдаление, приближение, да, вот эта вот фишка сделана идеально, ёп. Если вы планируете свою игру, вот отсюда вот стырьте этот момент. Аккуратненько, да, так, ну, я чуть-чуть подсмотрел у вас. Ну или Grimsoul тоже, да. Вот это вот расстояние, вот это вот все идеально. Эх, хорошая коробка, хорошая, ребят. Без нее играть можно? Ну, конечно. Ну, о чем базар вообще? Мы можем играть здесь вообще без всего. Без ни одного скина вам не надо. Ничего. Они не несут никакой, значит... Вот последние скинчики там, они чисто там удобство, там то, да. Комфорт в игре. А скины вообще это просто ёб скины. Реально. Ну, за исключением там вот один скин, да, нам дали. Так, стоять. Че, засрал, короче. Мистер Кот, да так себе, если честно. Было все, блин, да, Бамс. Заболел ребенок, заболела мама, блин, и все, и привет. И уже так себе. Не может быть просто хорошо. Завтра новый человек, ребят, завтра.
Сегодня просто вот, ну никак не успел я видосик выложить. Я хотел было выложить там в 6, а потом думаю, не, не будем в 6. Уже завтра тогда выйдет. Привет, на дрон лучше собрать бумпалку или дождаться диверсанта? Да ты чё, Владимир? Не-не-не. Ребят, если вы выбили бумпалку, у вас есть бумпалка, берите бумпалку. Это шикарная модификация. Многие игроки до сих пор считают ее гораздо сильнее, чем диверсант. Между делом. И я с ними абсолютно согласен. Достаточно размытые такие границы. Непонятно все-таки, что лучше. Я считаю диверсант, а кто-то считает бумпалка. Я вот о чем. И имеет место быть. Да, возможно. Возможно, все-таки диверсантик. Че, гульнем? Один такой красавчик, да? Блин, ребят, это вот вообще... Вы тоже так подкололись? Кто, есть хоть кто-нибудь из хаев, кто участвовал, кто брал дыхание дракона и тоже обосрался? Ну, что поделать, мы хотели. У меня было такое, значит, предположение. А вдруг подкололи разработчики? Ёп, и они подкололи, да. Молодцы. Ну, эта подколка, я потом вспомнил, она уже давно была. О чем речь? У меня вот таких красавчиков. Ёп, я штуки 4 просрал. 3 из них больше половины было еще прочности. И многих других просрал красавчиков. Да? Когда обновление вышло и кислотная ванна-то в нее закинули и все отремонтировалось. Супер! Я просрал уникальные стволы, которые получить можно только если у тебя машина времени. Вы понимаете, что? Они у меня в почту улетели абсолютно, ёп, голые, никчемные и ненужные. И чё? Ну вот. Вот и то. Давайте я вам продемонстрирую. Я надеюсь, у нас есть новички, которые оценят по достоинству, значит, это безобразие. Смотрите, ребят, не шокируйтесь. Подобное повторить уже нельзя. Повторюсь, вам надо обладать машиной времени, чтобы вернуться в далекий 2024-25 Новый год и поучаствовать в событии. И это прикольно, это великолепно, что игра разрабатывается, балансы меняются, смело меняются. Настолько, что может вот такая вот вещь произойти. Что у вас в арсенале, как у Олда, будет вообще оружие богов. Это очень круто. То, что разрабы их оставили, не забрали, я считаю, это великолепно. Оставить на них ремонт, блин, вот, ни стыда, ни совести, ребят. Вот кто вот сильно там... Могли бы и ремонт оставить. Нет, не могли бы. И ты бы такой бегал дисбалансовый, и я. Не, это неправильно, это полная фигня. Вот. Сейчас покажу, ребят, сейчас продемонстрирую. Кстати, что это? Отбейся от зомби. Кстати, да, рыбное место. Рыбное место. Ребят, можно все достать, кроме сама в ящиках. Это раз. Два. Люди, которые говорят, неправда, осетра можно было выловить без, значит, рецепта рыбного, без прикормки. Можно, если ты фанатик 1 на миллион и будешь, извини меня, задрачивать эту наискучнейшую ее рыбалку. Таких людей, повторюсь, 1 на миллион. Если вы один из них, я вас поздравляю, вы 1 на миллион. Потому что я и все остальные игроки 999 999 тысяч не долбили этого осетра без прикормки и рыбного рецепта редкой рыбы. Просто чтобы вперло. Ну чё, блин, фигнёй-то заниматься. Вот поэтому я в ролике и сказал, что это вообще просто, ну такая имба. Этого осетра реально обсеришься вылавливать. И вылавливали его по 2, по 3 штучки. По 2, по 3 штучки, ребят. Надо было потратить, вот честное слово, не 1 час. Чтобы тебе был осетр для рецептов. И казалось бы, да и всрался он тогда. Блин, вот ёп. Кто так считал, я так же считал. И считаю. При таких головниках, да нафиг он всрался.
Я вот прям вот, понимаете, вот через не могу ходил за осетром. Потому что времени тратил очень много. 2-3 штучки, ёп, вылавливал. Дикость. Сейчас, да, один чемодан и готово, ёп. 9 штук. Блин. Очень крутое изменение. Вот это изменение стоит всего, что было ухудшено. Потому что это вообще-то отвечает за вашего фантастического верного друга. Верного друга, да. Без осетра, без рыбного рецепта. Да, блин. Ты его с этим рецептом будешь долго выводить. А без рецепта так вообще жизнь пройдет. Мимо, и верного друга так и не будет. Макс Гем, спасибо. Да это понятно, что... И давайте говорить в прошедшем времени, Владимир. Можно было. Теперь это нафиг не надо, блин. Все-таки правильней в прошедшем времени говорить. Можно было когда-то раньше. А теперь вообще забудьте, насрать. Но опять же, повторюсь, ребят, сама надо вылавливать. Надо идти ручками его ловить. Сама не засунули в ящики. Смотрите. Да это пофигу. Я больших толстых могу также фигачить. У которых по 300 хп. Просто вот так. И нету. Блин. Бориал за 4 секунды. Ну вот, а зачем, да, убивать Бориала бедного за 4 секунды? Ну вот зачем? Тебе же дают время. Ну убивай его спокойно факелом и не парься. Ну так просто, приколюха. Следак, спасибо. Сейчас еще будет, да, третий? Или не будет? Ой, все, отлично, мол. Отвалите. Ой, ай, ой. Ну, только если так, парни. Класс. Ребят, последний дробаш трачу. Почему, блин, у нас стрим, разве это плохая причина потратить что-то уникальное в игре? Ну, конечно, там ролик снять, да, чтобы более точечно там показать, какой он был классный, т.т.т. Да, насрать вообще. Поговорить с земледельцем. Из сердца вон, из глаз долой, так сказать. Сейчас, ребят, вот сделаем, да? Давайте, кстати, рыбный ящик сейчас соберем, да? У нас новые локации вообще-то добавились. Да, ребят, между делом. Хочу заметить, хочу подметить. Хочу этот момент прям отметить, ёп. Что-то как-то не очень обновление. Это как бы обновление, но не обновление. Это 2 ивента. А обновление вообще-то было недавно. И оно офигенское. Вот, ну реально, сказать, что оно плохое какое-то. Нам добавили 3 локации. Изменили очень жестко баланс в мире Last Day. И очень круто в пользу игроков изменили. Я еще все не рассмотрел под микроскопом, да, чтобы показать новый паровоз Бункер Альфа. Я еще обязательно все рассмотрю. Я потихонечку, просто по времени, ребят, никуда не тороплюсь. Спокойно выживаю, как и многие подписчики канала Печка ТВ. Вот. Все еще будет. Я уверен, еще я много чего интересного найду на этих локациях. Чего? Выгоды. Суть простая. Говорю сразу, секрет фирмы. Вы его знаете. Они перезагружаемые. И чё? И в этом секрет, ребят. Эти локации перезагружаемые. Значит, если есть какой-то ценный ресурс, который нельзя было, не дай бог, раньше так доставать, а теперь можно, или просто выгодно, да, количество, это можно поставить на цикл бесконечности, потому что локации перезагружаемые. Зашел, вышел, все. Это грязь. С этим можно работать. Блински. LD Plavor у меня. Но при этом могу еще посоветовать Blues Tax. Nox не буду советовать, потому что, ну, все-таки Blues Tax и LD Plavor. У каждого компуктер разный. Одному одно хорошо, другому другое. Ребят, поехали на новую локацию. Быстренько сгоняем, да? И что, им, блин, продемонстрировано это безобразие. Пойду чайку бахну. Козик красавчик.
Красавчик, Козя. Опачки, голожопый викинг. Все, выспался? Все. Да на тебя камера не смотрит, не очкуй. Да, папа, я не об этом. А что случилось такого? Я прячусь. А, прячешься? Ну тогда тихо-тихо лежи. Прячься. Он спрятался. В зиме есть воины за угла. Воины за угла везде есть. Это понятно, Локи. Нет, я не считаю это крутая тема. Крутой темой перезагрузка. Стелс. Блин. Вот это крутые фишки. А по поводу, значит, зимы меня спрашивали. А как в зиме забрать ящик, никого не убивая? Ну как, я в ролике показывал же, ребят. Причем коммент оставили вот именно под роликом, где я показывал. Я никого не убил, я шот-ролик из этого сделал. Как обычно. Дань, все, мама тебя не может найти. Слышишь? Эй, чудище. Так, ну что, блин. Ну тусуйся. Нету, да? Ай, блин. Ребят, ну вот давайте, да, ящик без... Оп, я только что не на стелсе. Давайте добудем ящик без единого убийства. А без лайфхака вот этого? А зачем без лайфхака, если ёб у нас есть лайфхак? Блин. Ты дурак, что ли? Куда ты слез? Я мог по дороге пролететь. Да? Мог пролететь по дороге, банально. И чё? Спустя время они разогреваются. Ну, я показываю вот, что если ты захочешь, надо просто аккуратненько. И чё? Ну и суть такая, что нам надо доехать, вы сами знаете куда. До заправки. Вот в этой заправке есть ящики, которые вы лутаете вообще без килла. Просто как-то странно. Иногда вот на комментарии отвечаю, да, под роликами и не понимаю. Человек смотрел вроде ролик. А почему тогда вопрос такой задаешь, если я конкретно этот момент в видосе показываю? Значит, не смотрел. Ну, либо там в процессе, да, каких-то действий. Смотрел и невнимательно, скажем так. Ну вот, загрел одного. Ничего страшного, главное оторваться, ребят. То есть у них определенное, да, расстояние агро. И они возвращаются на позиции. Я это в видосе показывал, в принципе. Чё вот. Все, всех разогрел. И чё? Вот здесь может попасться ящик. Вы его облутаете без драки, да? А может, который с дракой. Вот это, который с дракой, если я не ошибаюсь. Да. Я в ролике прям показывал, где это. Где-то здесь я его забирал, да? Вся история, чё? Что думаешь о болотном регионе? Думаю, быстрее надо его поменять. Жду, когда поменяют. А больше я ничего о нем не думаю. А что о нем думать, пока он еще не поменен? Нужен ли он мне? Нет, не всрался вообще. А нужен он тебе, если ты еще там не был? Да, там очень много есть что поисследовать, пособирать, пофармить. И кое-что даже дома соберешь. Ну, как-то так. Но мне он уже все, как и остальным хай-левелам, не всрался этот болотный регион. Папочка. Ай, блин. Ай. Все. Ты долго будешь лежать?
Когда тебе прививочку ставили? Уже прошли 3 дня. Но тебе нельзя, Буль-Буль, потому что ты болеешь. А тетя врач нам скажет? Чё тетя врач сказала? Тетя врач, когда нас смотрели, сказала, что будет. Да? Отлично. Ну тогда, может быть, сегодня покупаемся. Может быть. Оу! Ха-ха-ха, блин. Так, ладно, хватит, короче, собираем паровоз. Надоели. Надолели они. В общем, я показал, да, ребят? Иногда ящики так респятся, что можно действительно спокойно их взять и нету. Ну, я думаю, есть, да, новички, которые... Что это было? А где такое оружие взять? К сожалению, уже нигде не взять, ребят. Это фантастическое оружие. Значит, патроны зажигательные, патроны дыхания дракона. Вот. Уже сейчас нигде не взять такое безобразие. Это нам давали на Новый год, когда еще не был изменен вот этот регион. И чё? Потом этот регион изменили. Так. И... Оп, оказалось, что эти патроны обладают огнем, плюс дикой физической атакой. А в сумме жесть. Никита, я в викингов пока не хочу играть игру. Ты на мелкого, что ли? Да ты что, угораешь, что ли? Как даже не смешно звучит. Ну, то есть, как юмор я могу понять это, да? Так пошутил и хватит. Вот, мистер Кот, по болотному региону. Я вообще по нему ничего не думаю. А что, должен думать? О чем думать-то про болотный регион? Вот просто пытаюсь понять. Как это будет? Блин, у меня вон ребенок закашливает. Слушай, ну, я не думаю о том, какой он будет. Какой-то интересный. Я уже вместе с вами почитал инсайт от разработчиков, да? Что там? Апгрейд вездехода, там, т.т.т. Все, что тут думать, додумывать. Разрабы уже дали инфу. Остается только дождаться, набраться терпения и дождаться, да? Этого фантастического, значит, обновления. Я уже сказал насчет чего я думаю. Робособака будет вместе с апгрейдом вездехода, вместе с болотным регионом. Все это будет в сумме. Почему? А ты просто почитай инсайт, вброс от разработчиков. Они же написали. Обычная собака не может попасть в болото, а вот робособака может. Значит, вместе с болотами будет изменено. Вездеход будем апгрейдить, проломить там то, сё. Когда? Когда болотный регион изменят. Так? Получается, практически все будет в период болотного региона. Практически все. Давайте, ребят, посмотрим. Сейчас вот прям 5 сек. Остается ждать. То есть это будет большое, огромадное ее обновление. Вот, господа хай-левела. А если вам уже все надоело, не пропустите завтра видосик. Я уже анонсировал эту штуку. Вот, ребят, давайте вот так покрупнее будет. Вот сейчас Пасха, разведка закончилась, Пасха. Вот то, что вот болотный регион рядом, и он точно будет следующим обновой, фигня это. Сегодня такой план, завтра планы изменились. Но логично предположить все. Ждем обновления болотный регион. И вместе с ним будет вездеход улучшения, без вариантов. Может быть, робособаку как-то попозже добавят, но вообще по смыслу они об этом написали. Она должна быть вместе с болотами с новыми. Чего не будет в предстоящем обновлении? Ну, кланы, компаньоны, коты и котята, день рождения. Вот это пласт другой, да? Что-то типа того. То есть он в течение года еще будет выходить. Но болотный регион это, да, такое должна быть, блин, обосраться, какая огроменная штука-дрюка. Ничего, блин, это великолепно, ждем. Ждем. Как изменили зимний регион, я в восторге. Островной еще круче. Надеюсь, болотный не подкачают и будет не хуже. А есть игроки, кому не понравилось. Они ждали, я не знаю, чтобы там... Я не знаю, чего они ждали.
В общем, как нарисуют себе, как навыдумывают, а потом ее простраиваетесь. Не выдумывайте, ребят, просто выйдет обнова, поиграем. Не надо придумывать, тогда не будете разочарованы. Без вариантов. Я бы хотел сюжетную линию в Болотном регионе. Я, честно, я бы не хотел сюжетную линию. Ну вот, видите, я же говорю, сколько людей, столько и мнений. Кто-то сюжетную линию хочет. Я абсолютно не хочу никакую сюжетную линию. Почему? Блин, у нас о другом игра. И когда я пришел лично в Last Day, я пришел за вот этой свободой. Никаких тебе сюжетов, ни сюжетов. Полная свобода. Чё хочу, ёпта ворочу. А сюжетец он есть маленький. Ну вот. То есть, понимаете, блин, читать «Войну и мир», значит, я не. Я лучше комикс почитаю, ребят. В картинках. Вот что-то типа того. Я с этим как бы ассоциирую. Параллель провожу. Так, что-то, да? Что-то не хватает. Что-то... Блин, давненько меня здесь не было. Что такое отстой вообще? Здесь ни черта нету, ее что-то должно быть, скажем так. Здесь многого нету. Угу. Блин, надо было дрону маску, ой, верному другу маску эту одеть. А может она у меня есть, ребят? И чё? Он бы мне очень сильно помог. Ой-ой-ой, это капец. Вот это вот Зорро. Это, блин, это восторг. Она нагибает, ребят. Она просто нагибает. У нее 35 атаки, но не просто 35 атаки. Еще маска эта повышена. Сейчас, короче, увидите. Так, а расходники мне нужны, ребят. Расходники. Всего 5 ингаляторов. Ну, нормально, хватит. Главное, вообще есть. Поплили. О! Нарисовался, блин, не сотрешь. Вот теперь я доволен. В Last Day предложение за 100 рублей металку. Ничего себе. Блин, это круто, слушай. Я бы взял, если тебе нравится игра. Почему? Да годы жизни сэкономишь. За 100 рублей. Твое время стоит гораздо больше, блин, чем 100 рублей. Реально. Освободить выживших. Поплили. А что-то это, там же вот будет вот это, да? Если я не ошибаюсь. Ну ладно, вот так вот постреляем. Собака Зорро. Ну да, был такой раньше, да? Супергерой Зорро. И самый крутой Зорро, это, конечно же, Антонио Бандерас. Где винты брать на катер? Никита, лучше посмотреть видосик мой. Вот за этого новичка, где я брал. Потому что то, что я тебе скажу дальше, тебе не понравится. И тебе этого будет недостаточно. И ты сочтешь, что я тебе сказал не все. Винты брать, значит. Стоки в порту зачищать. Там же в порту, где мы недавно были, ящики отправлять, доставочки. И бегать по северу, выполнять задание Бориала, убивать Бориала, когда выполнишь. Вот эти 3 вещи делай, и будут тебе винты. Все. Других вариантов просто не существует. Это уже я тебе назвал самый топ. Кози, сегодня видосик был. Стрим не знаю. А видосик еще в воскресенье будет или в субботу. Мне, блин, Кози, если ты играешь, ты прям в игре набирай меня, звони мне, да? И чё? Чтобы я принял в клан-то. А чё вы сидите? А я не замечал, что они сидят. И чё? Ну и тогда уже налеты сможем делать. Не налеты вместе, да? Это я о чем? Сегодня видосик по GTA-шке 5 выпускал. Блин, я прям реально в восторге, кайф. Иногда классно так от выживалок отдохнуть тогда. А еще такие механики прикольные. И все против живых людей. Вообще жесть, блин. Уничтожьте кокон. Поплили. Вот тут уже начинается интересное, да, ребят?
Что это такое я делаю? Это я сейчас, грубо говоря, ребят, забираю свои 1600 яичек. 1600 яичек я точно заберу, убив Бориала и Консилиума. Еще второй раз успеете убить, тогда получите. А, кстати, все успеют. Кто будет делать, все успеют 2 Бориалов, 2 Консилиумов. Тогда еще 800. 2400. 2400 яиц вы получаете только с Бориала и Консилиума, если по 2 раза каждого убьете. Так? Смотрим дальше. 250, 400, 650, 1200, 2000. Так? Ничего себе. Че, ребят, получается, без доната нельзя забрать эту штуку? 200 очков не хватает, все правильно. Ква-ква-ква-ква-ква. Блин. Да, да, получается вот так вот. А у тебя в комнате нет? Нет, он где-то спит. Обожрался и спит. Ты чё очкуешь? Иди к маме. И когда ты давай не выпрашивай сладкое. Кто болеет, Дань? Кто болеет? Как тракторист, блин. Кто кашляет? Сейчас, ребят, 5 сек. Залез под одеяло, сидит. Я боюсь маму. Чё, мама наругала? Опять какой-то фигней начал заниматься. И прибегает. Я говорю, нет. Ты не получишь моего одобрения. И чё? Ну и вот. Я говорю, не буду вечером играть с тобой. А где мужчина в прямоугольнике? Исчез мужчина. Появился уже. Уничтожьте кокон. Так, ребят, кокон макокон. Оу, видели, да, лопнул. Смотрите. Фас его говноеда. Бэм, бэм. Что так слабо, ёп? Ну, ладно, чё. Так, да. Всего 5 урона маска добавляет, ёп. Что-то вообще ни о чем. Ну, в общем, суть не в этом. Суть в том, что да. Фантастически вместе с мутантом. Я об этом уже, как только обнова вышла, ребят, я уже снимал, показывал подробно. Насколько это жестко. Мутант просто в щи рвет. Реально. Босс просто вот лопается, как шарик. Блин, воин из-за угла, видели, да? Да оставь его в покое, мутант, ёп. Выползут сейчас говноеды, блин. Это совсем другой геймплей, когда у вас подобный верный друг. Совсем другой. Все так легко, ёлы-палы. Единственное, знаете, ребят, вот в чем печалька. Тот этап развития, когда вот он, ну, мы нуждаемся в нем, у вас его не будет.
Нет, я не застал баг, у меня не было времени никак поиграть, зайти. Вот. Вы получите этого верного друга, ну почти все игроки. Тогда, когда он вам уже в принципе и не нужен. Вы уже и без него ее будете справляться. Вот единственный, да, такой нюанс. Кстати, а чё, куда я убежал-то? Кокон в пещере, да? В пещере? Ну, конечно. Побежали. Что делаем? А, кстати, ну да, это не актуально, согласен. Есть еще вот такой вариант, ребят. Бореал Консилиум, доступ к нему. 699 рублей. Раз и готово. И вы уже, да, фигачите Бореала Консилиума. Не будет здесь кокона, да? Не будет? Не будет. Не понимаю ее. Где кокон-то? Затупок. Блин. Нажми кнопочку. Сапожник без сапог, да? Гайды снимает, говорит, нажми кнопку, посмотри, а сам бегаю, тупника ловлю. Тапните, тапните. Очень многие задания, ребят, можно посмотреть. То есть нас ведут, да, красиво. Можно глянуть, куда бежать. Давай, блин, нюхалка, мочи этого застранца, мочи. Да ёпот, вали, блин. Последний удар нюхалка сделала, молодец. Изи-пизи. Так, а что там? И еще третье было, да, задание? Добрый день, вопрос, нельзя ли получить разбан в чате ТГ? Александр, слушай, при чем здесь поспорили-то? Ты давай вот это, ты не в том направлении двигаешься к разбану. Да? Да. Я из-за споров не баню. Я баню за оскорбление, за переход на личности и всякую такую фигню. И за это тебе был бан. Так что ты давай не это, да? Я же говорю, уже неправильный шаг ты сделал. И чё, мы отложим этот разговор с тобой на завтра. Ты же мне можешь в телеге написать, правильно, а не на стриме. Это не в тему, что ты мне на стриме пишешь. Может быть. Может быть. Из-за споров бан. Ну, что ты врешь-то? Что ты наговариваешь? Только за оскорбление. Только за оскорбление, за прилагательный, за переход на личности, значит. Вот за такой бан у нас получают в чатике. Исключительно. Ну, еще там за рекламу, допустим. Там придешь там и начнешь орать. Плохой ютубер, смотри вот этого ютубера. Или там, давайте меня все смотреть, я вот тут нарисовался в вашем чате. Тут все говно, а я один молодец. Или реклама какая-нибудь там. То есть, все стандартно, скажем так. У нас ничего особенного нету. Баны за стандартные вещи, которых быть в принципе не должно в чатике. Вот, а в Максе, ребят, да, между делом, контент уже выходит. Но чата там нету. А когда он будет? Да черт знает, я не владелец Макса, ребят. А будет ли вообще он чат? Ну, то есть обсуждение постов банальное, да? Нету там такого пока что. И поэтому, я так понимаю, нету голосовалок. Ну, чтобы голосовать, допустим, да? Ребят, кто-то знает, сколько стоит кролик? Ну, кто там с донатом играет, с жестким донатом? Я еще не скоро узнаю, сколько стоит костюм кролика. Кто знает, ребят? На самом деле, ребят, блин. Хорошо он вернулся. Блин, ты давай не убегай. Вы видели, да, верный друг убежал? У него бывает иногда, реально. Как побежит, непонятно куда, ёп. Через всю карту. Бред, блин. Так, мне надо было добыть, да, титанчика, ребят. Че, поехали? Блин, что-то ты меня не защищаешь, нюхалка.
А можно взять и кокон вот этот расфигачить и всего делов, да? Ну нормально, вон нюхалка же бегает. Вот успела. А вот этого? Ай, молодец, да, вообще? Вообще молодец. Но вот этого не успеет. Давай. Ай, что-то затупило. Не успела, смотрите, ребят. Класс. Ничего не понял. Я не то сверлякал, да, ребят? Смотрю, думаю, вы что, офигели, что ли? Не то сверлил. Игорь, также воспитание отца. Алексей, что воспитание отца? Алексей, Леша, скажи мне, ты сейчас вообще что ляпнул? Леш, тебе сколько лет? Просто если ты взрослый, мне бы комфортнее было. А если ты мальчик, блин, мальчик, давай батю не учи, что значит воспитание сына, да? Я воспитываю мужчину, понимаешь? И чё? Это самое главное, самое крутое, что я в этой жизни в любом случае сделаю. Я лучше ничего не сделаю. И ни один человек большего не добьется. Почему? Ну потому что, то есть это самое ценное за жизнь человека. Это все понятно. Заводы, пароходы, бизнесы, какие-то еще вещи. Самое крутое, что ты можешь оставить после себя, это ребенок. Кому дано. Не всем дано такое благо между делом. Это раз. И два. Не просто породить, а человеком сделать. Девочка, мальчик, без разницы. Человеком, чтобы был. Вот. Поэтому ты давай меня не учи, Леша. Да, конечно. Я бы тебе сказал про отца выражение. Думаю, ты помладше-то меня. Но оно с матами, к сожалению. У меня вообще много выражений. И все с матами. Блин. Ну, взрослые знают, да? Не учи отца. Правильно. Вот. Блинчики. А что для вас значит человек? Сигма, это такая глубокая тема. У нас много оффтопа на стриме. Но если ты хочешь пообщаться на эту тему, Сигма, ты точно хочешь? Ты мне напиши в телеге, и мы с тобой пообщаемся. Если тебе действительно интересно. Просто ты понимаешь, в чем прикол? Сигма ЛДЕ. Сигма 0028. Твой ник мне уже о многом говорит. Ну ладно, не будем про тебя, да? В основном, когда задают какой-то мне серьезный вопрос, и я говорю, давай мы с тобой это, без показухи пообщаемся. Мне не отвечают. То есть это просто говновброс на стриме в топ, что попало. Вот я не конкретно тебе сейчас, Сигма. Я конкретно, я же, блин, открытая книжка, ёп. У меня время будет, я с удовольствием. Но почему-то не пишут мне эти люди, которые в топ на стримах выводят. А нафиг мне это надо, мне не интересно. А зачем ты меня здесь тогда спрашиваешь? Я пытаюсь это осознать. Байт, там еще какое-то говно. И когда понимаю, я баню. Блин. Кир, спасибо тебе огромное за огромный донат такой, за поддержку. Привет, спасибо за все. Богатырю, ну что-то полезно. Сейчас только витаминки нам полезны. Таблетосов уже набрали, жесть вообще. А теперь витаминки, да? Это капец, со слезами сладкое выпрашиваем. Мне 36. Ну, отлично, Алексей, ты взрослый мужик. Ничего. Напиши мне в Телеграме. Давай. А что ты хочешь сказать? Что, допустим, если мама наказывает за какой-то косяк, папа должен в противовес становиться. Ты не думаешь, Алексей, что это неправильно? Ты не думаешь, что это подрыв авторитета мамы в глазах ребенка? И то же самое, если мама будет делать. Если папа наказывает. Мама с папой должны вдвоем тет-а-тет решать моменты эти. То есть ты понимаешь, Леша, в чем прикол? А вот если ты сейчас будешь говорить, я не это подумал, я не то сказал, а ты вначале смотри, внимательно слушай, прежде чем какие-то предъявы, ёб, такие фигачить. У меня все отлично, у меня мужчина растет, с большой буквы. Я уже горжусь. Такие поступки, которые далеко не все делают, да? Конечно. В плане там защищать слабых, не обижать там девочек, не быть подсиралой, вот это вот, знаешь,
в каждой жопе затычка или там, а вот четкий, понимаешь, растет, четкий. Поэтому, блин, Леша, ну ты посмотри, что ты мне написал. Такая предъява, как это, докопаться оскорбления. Поэтому давай, я же в тебе в твои 36 не предъявляю, что там как-то плохо воспитываешь маму своих детей там, в смысле, воспитываешь. Ну что ты, блин, фигню говоришь? Леш, в следующий раз забаню. Без суждения. У тебя именно так звучало. Забаню в следующий раз, Лех. Реально. Почему? Да ты что, прикалываешься, что ли? Мужчине сказать, что он там что-то это, там, сына плохо воспитывает. Блинчики. Просто вот, просто сразу, да, что, подеремся, что ли, ёб? Вообще. Хочешь оскорбить, вперед с песней. Это вот больше, в принципе, ничего делать не надо. Это будет достаточно, чтобы на всю жизнь были врагами, блин. Да, конечно. Так, ребята, посмеялись и хватит. А чё грустный такой сидит? Блин, смотрю вот на своего мутанта и постоянно своего кота вспоминаю. Почему? Ёпа, ему сколько жрать не даешь, он всегда грустный. Реально. Я один раз, значит, проэкспериментировал, дал ему сухого корма, дал ему эту ерунду, да, влажную. И потом еще одну пачку дал. Думаю, ты чё ходишь, просишь? Блин, вы знаете, что он сделал? Он сожрал все, у него бока вот так расползлись. Он лег, лежал, а потом, знаете, что сделал? Обрыгался, ёб. И я это все говно убирал. Почему? А потому что скотина не знает меры. Реально. Собака, кошка, насрать. Сколько ни дай, они будут жрать, пока не обсерются, не облюются. Реально. Вот так вот. Век живи, век учись. Спайк, спасибо тебе огромное в очередной раз. И за постоянную поддержку, за донаты. Огромное спасибо. Просто интересно, как воспитываешь. Слушай, тяжело, Лех, тяжело. Ну вот понимаешь, если ты нормальный человек, да, соответственно, ты за своего ребенка вообще ни на секунду не усомнишься, ты все отдашь, включая свою жизнь. И чё? И самое тяжелое, это наказывать, конечно. Почему? Блин, ну потому. Поэтому, блин, вот когда ты, допустим, там подарок даришь, еще что-то, и ты такой весь красавчик, тебя все любят, это самое легкое, это самое приятное, это самый вообще, да, кайф. А вот самое тяжелое это наказывать за какой-то косяк, за какой-то проступ. Я вот до сих пор помню, как, значит, 4 годика, и что, пришлось наказывать. Он взял, из-за того, что с ним не согласился мальчик, единственный мальчик, который с ним из там 6 детей, допустим, гулял, потому что они старше, он младше, им не интересно. Он единственный играл. И чё? Ну и говорил, давайте всем, давайте с ним. Он мелкий. Нет, все его слушали. А он, когда мы вышли гулять, что-то они строили там снеговика, наш что-то предложил, давайте вот так вставим, вот так. А девочки, я помню, говорили, нет, не надо. И наш берет ледышку, не снег, подходит к нему, и когда тот не ожидает, как ему в лицо. Пуф. Я в таком шоке был. Естественно, я наругал. И были слезы. Полчаса его уговаривал, что надо идти извиняться. А моменты, что это единственный из 5-6 детей, кто пошел с тобой играть, потому что тебе скучно. И у него большое сердце. И ты именно на него выплеснул гнев. Хотя он недостоин. Вот этот момент вообще невозможно объяснить, в ребенку в 4-6 лет. Почему? Это потом. В этом плане потом будет легче. А пока вот он мелкий, он очень многих вещей не понимает, очень тонких вещей, да, во взаимоотношениях людей. Вот. Но при этом, мне неприятно было, но надо было, а как так-то? Естественно, я сразу у ребенка давай проверять, не разбил ли нос ему там. Вот. Бывает такое. Почему? Он психически такой же, как папа, мама. Блин. Да, это я в шутку говорю. Мы просто эмоциональные. У нас вообще очень много, да, на планете Земля тормозов не знают. И что? У нас нет тормозов. И это хорошо. Это хорошо в определенной ситуации, а в большинстве ситуаций это очень плохо. Поэтому я с детства стараюсь, значит, ребенку привить, что ты свои
психи контролируй. Ну как вот в 6 лет, ёб, начать об этом воспитывать? Ну как вот? Ну потихонечку хотя бы, потихонечку. Почему? Он у нас когда заведется, все вообще. Прям бешеный хомячок, ёб. Да вообще грязь. И чё? Ну это очень плохо. Между делом, да, когда ты юноша, там, допустим, 16 лет, там, а-ля 18, да, очень многие мальчики об этом мечтают. Вот почему он такой без тормозов, а я вот нет. Ребята, это плохо, ёб. Это плохо. Быть вот этим бешеным кабаном, который вообще вот просто срывает его с петель, и он творит беду. Ты потом уже ничего не исправишь, это плохо. Надо контролировать свои эмоции и нервы, и уж тем более гнев и психи. И чё? Блин, я не знаю, тебя только если к бешеным в клетку выпускать, тогда это хорошо. К таким же. А так среди людей, если ты живешь, это отвратительно, это очень плохо. Наломаешь дров, потом уже не исправишь. Так, ну чё, ребят, поехали домой. Давайте по пути вот сюда заскочим. У нас что еще был? ПУ, ферма, мотель, бункер Альфа. Мы, в принципе, все сделали. Честно, вообще не хочу... О, ребята, точно. Поехали этим, по сотрудникам. Не хочу идти в какую-то Альфу, ребят. Хочу вот это зачищать. Блин, вот где репутацию дают. Реально, транспортный хаб. Алексей, ну да. Но при этом оно все потом лежит нафиг ненужное. Вообще жесть. Это да. Это вот, блин, это поколение альфа детей, да? Если я не ошибаюсь. Чё? Блин, отчасти это классно, ребят. Они вырастут, их уже не взять блесками, там, чем-то там. О, какая игрушка крутая. Им на все насрать будет. Палочка, дерево, да, что-то натуральное. Вот с ними интереснее играть. Потому что они с детства это все видят. У них, ёб, телефоны у всех уже. Компьютеры. Ребят, это не смартфон, это компьютер. Самый настоящий. С процессорами и со всем остальным. Вот. Привет, Харди. Подскажи, где взять моды на СВД? За 2 месяца собрал все это в сборке. Аноним, спасибо тебе огромное за поддержку, за донат. Так у меня есть шикарный ролик про СВД. Лучше не найдешь. Ну, я считаю, не найдешь. Я там показываю прям натурально, визуально, да? А не просто рассказываю, где доставать моды. Ценой чего и как минимизировать свои потери. Ну вот. Разваливать огнестрелы надо. Следак, спасибо тебе огромное в очередной раз за поддержку, за донаты, за огромные донаты такие. Вот, а у нас пухляж, блин. Вообще капец. Вот, ребят, моды на СВД, только развал СВД. И тут надо знать правила развала. Плюс-минус где-то. Идеально это 5-й ствол разваленный. То есть надо сделать 4 разваленных огнестрела без модификаций. 5-й СВД валим. Не дали 6-й. Не дали 7-й. Не дали 8-й. В зависимости от твоих возможностей. Можешь не 5 выбивать. Можешь, допустим, 3 огнестрела развал. Но... А если, допустим, развалил ты 1-й, 2-й и на 3-й огнестрел, дали тебе моду. Тогда отсчет заново ведем. Опять 1, 2, 3. Пока не выбьешь 4 без модов. Дальше начинаешь СВДшки валить. Это не танцы с бубнами, ребят. Это вообще стандартная схема. Она во многих играх онлайновых. Почему оно требуется? Ну, потому что выбивание всяких редких рецептов, каких-то вещей, еще что-то. И игроки, мы думаем, как, блин, что сделать, чтобы все-таки получить эту заветную шляпу. Лех, я надеюсь, ты не обижаешься, вот просто возникло недопонимание, да, чуть-чуть. Очень сложно из вот этой фразы понять, значит, вот
с каким посылом человек, да, как бы идет к тебе, со злым или не злым. Если фраза двойственная, ну то есть и так можно ее, знаешь, понять и так. Я стараюсь, как любой хороший родитель. Я понимаю, что только обеспечить финансово это важно, это нужно, и ты обязан. А иначе зачем плодил? Пускай все на тебе, ёб, заканчивается, если ты балбес, который не понимает этого. Да? Да. Пускай на тебе все и прорвется. Не надо продолжать родословную. Ты хочешь? Ну тогда старайся. Вот. Но это, ну это не главное, ёб. Главное человеком сделать человека. А что значит человек? Вот, да, вопрос мне задал. Что, блин, это очень много, что значит человек. Ну, во-первых, человек, он живет в мире людей, да? И чё? Он относится уважительно к ближнему, к своему. А иначе ты, ёб, уже не человек. Ну и многие другие вещи. Я не знаю, это очень такой серьезный вопрос, мужчина. Кто там про человека? А что значит в твоем понятии человек? В моем, значит, понятии, это если ты мужчина, значит, ты никогда не обидишь ребенка, женщину. Ты пальца не поднимешь на них. У меня были ситуации неприятные, приходилось как-то заламывать. Но вы понимаете, я мог и все. А я нет. Почему? Ну это я после этого кем буду? Поэтому как-то скручиваешь с минимальным ущербом, да? Ну вот. Ребенок это вообще жесть. Ну дети это дети. Не должно быть для мужчины детей свой, не свой. Свой это свой, да? Ну о чем тут говорить, ребят? Ну это понятно. Но при этом все-таки ты должен понимать, что любой ребенок, не дай бог, конечно, если тебе придется, ты просто не имеешь права не заступиться за него. Потому что ты мужчина, а он слабый, он ребенок. И это твоя природная ее обязанность. То есть в этом плане не должно быть своих детей. Они все твои, которые попадутся тебе на пути. Не дай бог, конечно, чтобы пришлось, да? Ну и многие другие вещи. Это комплексная вещь, я же говорю. Многим вещам вообще ребенка вот сейчас вот даже не обучишь. Почему? Потому что, когда, допустим, какие-то вот эти вот непонятные козни там или не козни, да, вот как, вот в садике, допустим, есть один мальчик, они с ним буцкаются постоянно, у них до драки доходило, тройки пробивали друг другу, я рассказывал, я в шоке вообще был, я как узнал, что папа научил, ух ты папа какой, а зачем в 4 года учить? Он мужчина, он подрастет, еще ему до мужчины срать и срать. У него еще пушок на яйцах не вырос, непонятно когда вырастет. Зачем учить ребенка, блин, троечки пробивать и т.д. и т.п. Ничего в результате. В результате суть-то в чем? Это все понятно, он понял. Чем больше негодяев, допустим, тем крепче будет, да? И это хорошо. Это закаляет. Ребят, подскажите, спасибо. Ростислав, Макс, спасибо. Вот. А момент, вот как ты объяснишь ребенку в 6 лет, что значит, вот с ним играл другой мальчик, так? И он с ним перестал в один момент играть. Почему? Этот другой негодяй силой его принудил, а у того страх сработал. Понимаете? И я ему объясняю, слушай, вот этот... Он как бы, вы маленький, ну что поделать. Причем они иногда вместе играют, вы понимаете, ребят? То есть сегодня подрались, завтра вместе играют. Почему? Ну дети маленькие, они вообще ничего не понимают. В них пока еще нет вот этого говна, что оно вот остается, да, какая-то злопамятность там, т.т. Что-то уже формируется, без «б». И именно так люди и становятся взрослыми людьми, да? Мы многое узнаем об этом мире. То есть мы рождаемся все чистые, невинные, остановимся все грязные и виновные. Блинчики. Не знаю, как даже сказать. Вот. Ну и какой момент фиг ты ребенку объяснишь? Я просто пример вам привожу, ребят.
Вот этот мальчик, который с ним играл, ну перестал играть, потому что он прогнулся вот под того, потому что тот физически его прогнул. Это шестилетки, но это реальная вещь, ёп. И такое сплошь и рядом происходит во взрослой жизни. Как ему объяснить, что тебе вот с этим, который с тобой перестал играть, сегодня играет, завтра не играет, потому что тот его напрек, и он физически испугался, да? Страх банальный, я не знаю, природный. Ни в коем случае нельзя больше дружить. Почему? Ну потому что. А как? Зачем? Ты сегодня друг, а завтра тебя напрягли, и ты уже, я думаю, ты друг, а ты мне со спины оп. Но он этого не поймет. Я когда один раз попытался, ребят, капец, я для ребенка все, папа плохой, папа враг. Нет, он мой друг. Я, ну как это друг? Друзья так не поступают. И что? И потом до меня дошло. Папа рано. Не понимает он еще таких вещей. Ты же еще и будешь виноват, ты же еще и будешь негодяй. И что? Ну я перестал пока таким серьезным вещам, каким-то человеческим козням, я не знаю, как сказать, обучать. Что-то попроще, короче, попроще там. Себя защитить, девочку не обижать и так далее и тому подобное, да. Мусор не кидаем, мы не кидаем мусор. Я когда иду и вот, блин, вижу засрано, да, вот, идут, бросают бумажки, бутылки, детки. Но это мама с папой. Вина им ихняя. Ребенок рождается вообще чистый сосуд. Это вина мамы с папой. Они либо не объясняют, либо наоборот еще хлеще показывают такой пример. Но суть в том, что ты не... Ну как вот... Ты же дома не срешь. Ну почему ты тогда срешь в своем родном городе, деревне? Это то место твоя, где ты родился. Это, ну как, это вообще полный отстой. Если ты неуважительно к этому относишься, то беда просто будет дальше, потом. Ты как к остальным другим важным вещам тоже начнешь так же относиться. Я считаю, ничего сложного. Взял бумажку, эту бутылку и донес до мусорки. Мусорки нет. В карман положи. В карман. Будет мусорка попозже, положишь. Не будет, унесешь домой и положишь в мусорное ведро. Ну что, сложно так что ли? И что, ну и вот. Вот, если заниматься воспитанием ребенка, нас не кидает. Он положит в карман. Тебе. Себе нет. Себе только в крайнем случае. Почему? Ну потому что они маленькие, все такие цари. Зачем себе, если есть мама с папой? А когда, допустим, какие-то ситуации, я вот сразу напрягся, да, когда там какие-то... А потом быстро понял, это нормально, пускай закаляется. Пусть сейчас лучше, чем потом, блин. Потому что если его прямо от всего прятать, блин, пушинки сдувать, чтобы он не падал, не ударялся, и чё это, ёп, выйдет? Чисто так круг жизни устроен, да? Что мама с папой вечно не будут, они не вечные. И ты не сможешь вечно его оберегать. Надо, чтобы он был готов. А для этого он должен. Он, ну как я уже говорил, да, мы все хотим, чтобы этого не было. Но это в любом случае случается, потому что и у нас это было. Он будет падать, у него будут шишки, и все. И чё? Это нормально. Это нормально, ёлы-палы. Увы и ах, к сожалению. Так и должно быть. Именно так человечек маленький становится взрослым, развивается. Учит бороться, там, вставать, подниматься, блин, и т.д. и т.п. И много-много-много других нужных для жизни вещей. А если ты его под стеклом держишь, пушинки сдуваешь, и ты реально его оградишь абсолютно от всего, рано или поздно он столкнется с реальностью, и тебя рядом уже не будет. Потому что твое время выйдет. И чё тогда? И казалось бы, ну и пофигу, меня же уже нет, но это ж чистой воды тогда получается эгоизм, а не любовь к ребенку.
Типа, что я не знаю, что я не вижу, то хорошо. Ну как это, ё? Можешь додумать. Поэтому вот. Мы с негодяем, значит, встретились, и я начал понимать, что в этом есть плюс. Ребенок уже видит, что есть хорошее, есть плохое. Есть вроде бы дружили, а тут опа и уже не дружим. И спустя время, знаете, что я заметил? Прикалывается над ним мальчик один, значит. Он всегда у нас, давай вместе играть. И он чик, как по прихоти. Сегодня не хочу в здании играть, завтра хочу. Я говорю, Дань, вот в следующий раз, когда он захочет, проигнорируй его. Ему станет неприятно, покажи ему, что тебе неприятно, что вы вроде друзья, он проигнорировал. И он со временем, представляете, буквально 2 недели назад, берет просто и забивает на него. Тот ему кричит, Даня, пойдем вместе. А наш вообще забил просто. Я потом иду, у меня такая радость, а тому так обидно было. Вообще, я думаю, наконец-то, блин. И чё? Я потом иду, спрашиваю, Дань, а ты слышал, что тебя звал? Я слышал, папочка. Он мне объясняет. Я думаю, ну наконец-то. И что вы думаете? Он уважительнее к нему стал относиться. Все, нету вот этого говна, что сегодня хочу, завтра не хочу. Если зовет, значит он отвечает, а не жопой поворачивается. Вы понимаете? Вот, блин, реальная ситуация. Вот, да, казалось бы, 6 годиков детки. Это нормально. Вот так и должно быть взаимоотношения людей. Я к тебе лицом поворачиваюсь, значит ты от меня не отворачивайся жопой. И ко мне тоже лицом. Иначе я к тебе тоже жопой повернусь. И потом извинения тебе уже не помогут. Я вообще перестану с тобой какие-либо контакты иметь. Об этом я и говорю. Человек это прежде всего тот, который уважительно относится к ближнему своему. И неважно, ты его знаешь, не знаешь, какой он, значит, религии, там, цвет кожи и т.д. и т.п. Какая разница? Мы все ее люди. Все разные, разнообразные, это волшебно. Вся история, ребят. Начали за здравие, закончили за упокой. Блин. Так, ребят, побежали быстро до... А куда нам ее бежать? Мы всех подряд гасим. Ну, это отвратительно, ребят. Вот честное слово. Бункер Альфа, посмотрите. 4 очка, 4. Ой-ой-ой, как это мало. Как это вообще... Транспортный хаб, если бы я перезагрузил на стриме еще один, да, мы бы уже дошли до 15 левела где-то. А что по поводу, значит, я ничего не сказал по поводу цветочков. Ребят, я что, девочка, что ли, вот эти цветочки? Мне не по кайфу вообще. Да? Да что попало. Я не фанат декоров, между делом. Не, красивенько, да, наверное, они выглядят. Я даже еще не ставил. Клумбы там, не клумбы. Ай, нафиг. А что с App Store делать? А что там с App Store? Оперативники на 2-м этаже не посмотрел. Серьезно, не посмотрел оперативника? Блин, даже если не посмотрел, ничего страшного. Пускай лежит. Мы не торопимся. Уже 28-й левел. Ты что, угораешь, что ли? А как ты так? Ребят, представляете? Мутант Хазард. Ёб, 28-й левел уже. Ты успел на перезагрузку локаций, Хазард, или чё? Скажи мне. Твою... Ой, балбес. Транспортный хаб. Нифига себе. Блин, не сыпь мне соль на рану. Я бы позадрачивал, да, если б я сегодня успел, ребят, я бы с удовольствием. Но никак я не смог. Чё, можно было транспортный хаб откатывать? Йо, вообще. Представляете? Для персонажа раскачанного с огнестрелами, да это же вообще как семечки. 10 минут фулл транспортный хаб. Да я бы 50-й левел взял. Ну, ребят, честно, вот честно, и хорошо.
Я рад, что я не... Почему? Да ну, это капец. Я бы ролик снял, вы представляете, вот каково было бы смотреть. Ну как, все это вообще не в тему. Ёп, событие только началось, а у меня уже там 30-40 левел, да? Прикольно. Все задрачивают, а он такой умный, хитрожопый. Поэтому... Вот. Но между делом, ребят, кто успел, да, был небольшой баг. Локации автоматически перезагружались, как только вы выходили с них. И чё? Ну, к примеру, транспортный хаб. Можно было фармить до усрачки. А чё это, ёп? А где огнестрелы, не огнестрелы? Ой, блин, вообще. Транспортный хаб можно было фармить до усрачки, да, ребят? Все утро. Даже не утро, с вечера этой, да, если я не ошибаюсь. Ну ладно, чё, из сердца вон, из глаз долой. А я знал, что он не обойдет. Блин. Твою, блин. Ну, конечно, я тут когда-то водил, да, воины за угла, все дела. Когда обнова вышла, ребят, он начался. Так, расходник. Когда обнова началась. А обнова уже была вчера доступна. Поэтому, да, я думаю, кто-то много чего успел сделать. Но я надеюсь, если вы этот лайфхак все-таки успели поюзать, вы посмотрите мой видос. И завтрашний, и послезавтрашний. На самом деле, я думал за себя, да, а потом что-то это передумал. И что? И у нас новичок. У нас новичок вообще. Дело не в событии. У него своя тема идет, свое развитие. Но, ребят, повторюсь. Если у вас есть возможность, когда появляются подобные события, переполох, вот турнир Фена, я бы все бросал и фигачил эти события. Все банально просто. Это временные штуки. Они не повторяются каждый месяц. Все остальное в игре никуда, ёб, не денется. Успеете еще поиграть и обыграться и наиграться. Но опять же, если есть желание. Если нет желания, не хочется, не интересно вам, или еще какие-то причины, ну забейте, ёб, все, что париться-то. Но нет и суда нет, как говорится. Сегодня альфу прошел, но перед перерывом весь лут ставил в ящиках. Аноним, ну... Тут фишка в чем? Вы видели, сколько транспортный хаб дает? Но перезагрузка его за провиант, во-первых, не бесконечна. Даже у тебя есть провиант. 2 раза можно обновить. А во-вторых, провианта много стоит. Ну так вот. Пока эта штука была и не пофиксена, можно было бесконечно перезагружать транспортный хаб. Бесконечно. Пока не обсеришься, пока мощности у тебя позволяют. И это жестко. Реально. Если хай, да, топ. Даже не знаю, 2 часа и у тебя 30-40 левел события. Даже ящик лутать не надо. До босса бежим ртом вперед. Босса убиваем, вышли. Босса убиваем, вышли. Блин. Вообще грязь. Реально, 40-й, 50-й левел, ёб, можно было взять. Ну ладно, что поделаешь. Помечтали чуть-чуть и ладно. Я только за, ребят, когда разработчики оперативно, быстро какие-то вещи фиксят. Вот. Как кошару получить? Первое место надо вашему клану занять. Вот, когда турнирная таблица откроется, надо быть первым. Один единственный клан получает кошару. Самые жестики, они не пойдут на первое место. Они уже получили котика, нафиг ему усираться, ее перезагружать, время тратить, провиант тратить. Единицы из них будут, да, дальше мучить голову ради там золота. Опять же, ребят, я не осуждаю кланы, которые уже заняли первое место и идут опять к первому месту. Если вы игрок без доната, почему я вас... А почему вы должны отдавать первое место? Вы получите 1000 монет, а не 500. И провианта за второе место 25, а тут 50. Ну, самое главное, золото. Поэтому, да, вот, есть там кто, ну вот, можно было отдать. Но, опять же, когда мы первое место займем, я, ребят, попрошу каждого в клане. Давайте отдавать первое место. Давайте не будем его брать. Ну, зачем?
там второе брать, третье. Да, мы отдадим свои 500 золота, но при этом все-таки самая это лютая вещь. Но если вы не будете отдавать, ребят, это ваше право. О чем тут говорить-то? Фигачьте. Ничего себе. Вон у нас новичок развивается полностью без доната, но при этом с донатными штучками. И генезис. И скиллы я мотал за золото. И я много чего еще другого делал за золото. Трансмиссию вездехода как минимум одну получил благодаря золоту. Почему? А я раз зашел, два зашел, потом забыл и все. И уже трансмиссию не забираешь. А сделано все так, что ты ни одного дня не можешь пропустить. Иначе ты не заберешь трансмиссию без золота. Поэтому да, золото в игре не для промотки, скажем так, скорости крафта. Оно для важных вещей. Почему нет квант батарей? Потому что коп изменился. У нас нету метро, ребят. Просто сотрудников фена собираем и за это дают очки. Вся история. То есть такое событие теперь. Не паришься и просто красиво играешь, как раньше. Только еще плюс соревнуешься с другими за котейку. Мне кажется, это прям реально на пассиве очень классная штука. 1,5 рубля отдал на сокланов, чтобы топ-1 забрать. А сейчас кванта нет. Я забыл, точно, ребят. У нас же квант был, а теперь как бы его нет. Я думаю, когда с квантом тема вернется, этот квант будет у вас на аккаунте лежать, ребят. Никто его не обнулил. А может быть и не будет его. Я думаю, будет. Играю 2 месяца, почти собрал катер. Конечно, норм. Ребят, Хазар, спасибо тебе огромное за последний донат, за поддержку. Ребят, огромное спасибо всем, кто был на стриме. В очередной раз отдельная благодарность нашим модераторам и, конечно, всем, кто продолжает поддерживать донатами. Огромное спасибо за поддержку. Самое главное, не болейте, себя берегите, родных. Ну вот, блин, погода сейчас такая, да, сейчас переход будет вот это, и что, очень жестко можно заболеть вообще на раз-два. Рандом в описании, если есть желание поддержать, но стрим уже заканчивается. Я тебе на следующем стриме обязательно скажу, если что. Вот. Всем, ребят, хорошо добить неделю уже, да. Увидимся в субботу. Скорее всего, будет новичок в субботу. Потому что за моего персонажа уже посмотрели. Я теперь в темпе вальса буду, да, выполнять это событие. Зашел быстро, вышел. Как-то так. Не пропустите завтра, ребят, новинку. Особенно всем, кому уже что-то как-то скучно. Вы топы, вы хаи. Если вы ее еще не видели, я думаю, она вам понравится. Реально. Очень крутая штука. Увидимся в субботу. Пока-пока. Че рукой-то? Привык в роликах рукой, блин.